Лукашенко предлагают арестовать, Байден отвечает Трампу, а Украина уже нанесла на карту цели на территории РФ. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Экс-президент Монголии призывает арестовать Лукашенко в Улан-Баторе. Удастся ли? Монголия является участником Римского статута. Российские войска отступят. Выводы экспертов. Анализируем, по каким целям ВСУ ударят западным оружием внутри РФ. Россия вынуждена будет уходить вглубь своих территорий. Они отойдут. Белгород признали самым безопасным городом РФ. Как Москва внушает россиянам, что проблем нет? Город Белгород Белгородской области. Всем привет, друзья! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас. Начинаем. Россия нанесла массированный удар дронами и ракетами по Украине. В воздушных силах Украины сообщают о том, что в небе находилась сотня воздушных целей. Оккупанты выпустили 53 ракеты и 47 дронов типа «Шахед». Причем на этот раз удары наносились не только авиацией с территории России, но и из акватории Черного моря. В Украине говорят, что сбить удалось 81 цель. Московский режим решил бить по энергетическим объектам Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областей, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Удары пришлись и по критической инфраструктуре Львовской области. Россияне вновь атаковали Стрий, где находится газохранилище. О том, как российские удары по энергообъектам влияют не только на жизнь украинцев, но и на ВПК страны, мы поговорили с руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко. Действительно, у нас ситуация в энергетике сложная. Это мы понимаем, и тут нечего таить, это все понятно, об этом есть официальные заявления. Но, насколько мне известно, сейчас наши западные партнеры предпринимают определенные шаги для того, чтобы помочь Украине восстановить, ремонтировать те мощности, которые мы можем, восстановить, найти решение для того, чтобы все-таки украинский военно-промышленный комплекс не остался без обеспечения. Тут мне точно известно, что соответствующие мероприятия проводятся, и чтобы Украина вошла в следующий отопительный сезон все-таки, скажем так, с меньшими рисками того, что у нас не будет отопления, либо не будет электроэнергии. Соответствующие шаги сейчас предпринимаются. Я думаю, что их все не разглашают по понятным причинам. Для того, чтобы не было известно России, скажем так, о том, что реально происходит. Российские ракеты в ночь на 1 июня критически близко приблизились и к Польше. В Варшаве заявили, что в небо была поднята авиация. Это была долгая и напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши. Теперь, когда уровень угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины снизился, действия польской и союзнической авиации в воздушном пространстве Польши были прекращены, а развернутые силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности. Массированный ракетный удар авиации Российской Федерации дальнего радиуса действия нанесен по всей территории Украины, включая приграничные с Польшей районы. Белгород может спать спокойно. Что бы ни говорил губернатор Гладков, город стал победителем во всероссийском конкурсе МЧС под названием, внимание, «Мой город безопасностей». Жюри оценило, далее цитата, «качество и развитие белгородской системы оповещения населения». Так что теперь телеграм Гладкова можно не читать. К тому же практически всегда у него традиционная «потерь нет». И жаловаться белгородцам не на что. Еще раз повторю, город признали городом без опасности. Награду, кстати, вручили начальнику управления гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Так награждается победитель конкурса отбора лучших муниципальных практик повышения устойчивости городов в чрезвычайных ситуациях «Мой город безопасности», город Белгород Белгородской области. Главнокомандующий ВСУ Сырский показал видео того, как сейчас украинская армия уничтожает российских военных. Сырский пишет, что это происходит 24/7. Тем временем в украинском генштабе заявляют, что одним из самых непростых направлений на линии фронта является Покровская.
Там происходит самое большое количество боев за день. Путинская армия активно использует авиацию и артиллерию и проводит штурмы украинских позиций. В Киеве говорят, что принимают меры для того, чтобы стабилизировать обстановку и не дать россиянам продвинуться. Кроме того, в одном из сообщений от Генштаба ВСУ говорится, что войска Кремля активизировались в Харьковской области, в районе села Липцы. Известно также, что Украина направила в Харьковскую область 414-й отдельный батальон ударных беспилотных авиационных систем морской пехоты «Птицы Мадяра». За время полномасштабной войны в интернете часто появляются видео того, как этот батальон уничтожает российских оккупантов. 250 кабів керованих авіаційних бомб, 500 кг кожна, на населений пункт Липці та околиці скинули протягом 2 тижнів, що минули. Знаєте, як то зупинити? Так само, як в Кринках. Треба добро та одненький залп тим, що є на озброєнні ЗСУ. І сушки забудуть дорогу по напрямку до Харкова. Такі Мадяра, Обубас 414-ї морської піхоти, там, де ми потрібні. Липці. В Кремле обеспокоены дальнейшей судьбой ОДКБ, организации, которую порой называют российским аналогом НАТО. В Американском институте изучения войны заявляют, что сейчас Россия пытается сплотить участников Организации договора о коллективной безопасности вокруг воображаемого противостояния с Западом. Я напомню, что сейчас участниками ОДКБ являются Беларусь, Россия, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан и Армения, которая в феврале этого года заявила о приостановке членства в этой организации. Действия в попытке сплотить этих участников аналитики связывают с опасениями России по поводу долговечности ОДКБ, как вектора российского влияния. Это была цитата. Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан вряд ли купятся на воображаемую Кремлем геополитическую конфронтацию с Западом. И Кремлю, вероятно, придется дать более конкретное обещание сохранить ОДКБ как жизнеспособную организацию коллективной безопасности, ориентированную на интересы России. Бывший президент Монголии призвал арестовать нелегитимного Лукашенко, который захотел провести 4-дневный визит в этой стране. Мы все знаем, что Лукашенко несет ответственность за преступления против человечности в Беларуси. Монголия ратифицировала Римский статут. У нас есть представительный судья Международного уголовного суда. Я надеюсь, что международное сообщество и правосудие не будут терпеть публичного унижения. Лукашенко грозит арест. Монголия является участником Римского статута. Буквально в конце прошлого года представитель Монголии был избран судьей Международного уголовного суда. И при этом Лукашенко, который является подозреваемым в совершении военного преступления агрессии против Украины, военного преступления, связанного с незаконной депортацией украинских детей с оккупированных территорий Украины на территорию Беларуси, Лукашенко, который подозревается в совершении преступлений против человечности в отношении сотен тысяч белорусов, посещает Монголию. Тем не менее, в субботу утром самолет с Лукашенко отправился в Улан-Батор. Ранее у самопровозглашенного заявляли, что собираются говорить с Монголией о будущем сотрудничестве, а еще нынешние власти Монголии собирались познакомить диктатора с самобытными традициями и обычаями народа. Чем завершится эта поездка, понаблюдаем. И еще об одном подозреваемом. Байден решил прокомментировать решение присяжных, которые признали Дональда Трампа виновным в фальсификации документов. Нынешний глава Белого дома сказал, что тем самым был подтвержден принцип, по которому живет Америка. Никто не стоит выше закона. Дональду Трампу были предоставлены все возможности для защиты. Это было дело штата, а не федеральное дело. Его рассматривало жюри из 12 граждан. 12 американцев. 12 таких же людей, как вы. Как и миллионы американцев, которые работают в суде присяжных. Состав этого суда был выбран точно так же, как выбираются для каждого суда присяжных в Америке. Существует процесс, в котором участвовал адвокат Дональда Трампа. Присяжные выслушивали аргументы в течение 5 недель. После тщательного обсуждения присяжные вынесли единогласный вердикт. Они признали Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения.
Кроме того, Байден заявил, что теперь Трамп сможет обжаловать это решение. Напомню, что дело против 45-го президента США называют историческим. Западная пресса пишет о том, что впервые в истории Соединенных Штатов бывший или действующий президент оказался на скамье подсудимых. Трампа считают виновным в фальсификации документов с целью сокрытия факта выплаты денег порноактрисе Сторми Дэниелс в 2016 году просто перед выборами. 11 июля судьбу Дональда Трампа будет определять судья Хуан Мерчи. Канада абсолютно и полностью поддерживает Украину в ее праве на самозащиту. Об этом заявил министр обороны Канады, неевропейской страны, правительство которой также разрешило Киеву использовать ее оружие для ударов по военным объектам на территории России. Я думаю, мы все очень четко услышали от президента Зеленского, что ограничения, которые были наложены на использование предоставленного ему оружия, на самом деле затрудняют им защиту своих солдат и граждан. И поэтому это важная дискуссия. Канада по-прежнему поддерживает усилия Украины по самообороне, и мы будем активно участвовать в дискуссиях о том, как эта поддержка может продолжать развиваться, чтобы сделать ее более эффективной перед лицом российской агрессии. О потенциальных целях для ВСУ на территории РФ, как удары западным оружием могут повлиять на ситуацию на линии фронта и, собственно, чем бы могла Украина достать оккупантов. Обо всем этом мы поговорили с руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко. Если мы говорим о том, что как срывать наступление российских войск в Харьковской области, либо угрозы для Сумской и Черниговской областей, российские войска находятся недалеко от украинских границ с российской стороны. Соответственно, необходимо фактически нанести удар по этим силам с целью, чтобы у них не было возможности атаковать украинскую территорию. И, например, мы наносим удары атакамсами с кассетной боевой частью. Россия вынуждена будет уходить вглубь своих территорий. Они отойдут. Ну, Storm Shadow, скальпы, да, это ракеты воздух-земля, воздух-поверхность, да, воздух, ну, ими можно отрабатывать. С точки зрения наиболее эффективных, это, конечно же, когда мы говорим о живой силе, это кассетная боевая часть, либо там присутствие тех же систем С-300 пусковых, тоже кассетными можно наносить удары достаточно эффективно. Это, соответственно, ракеты Атакамс. Тип на 165 километров дальности и на 300 километров дальности. Соответственно, либо осколочно-фугасная боевая часть, либо кассетная. Следующее — это то, что мы можем использовать различные, скажем так, боеприпасы, например, как JLSDB. Можем использовать Хаймерсы, например, также, то есть в пределах досягаемости снаряды GMLRS реактивные. Также мы можем использовать банально артиллерию. Те же снаряды Excalibur Arms, которые бьют прицельно на дальность от 40 до 50 километров. Это как снайперская система, только в артиллерии. И любые снаряды для дальнобойной артиллерии. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку, которая находится под нашим роликом, на кнопку «Спасибо», или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.